Всем привет! Вы на канале Pars Wool. Сегодня мы свяжем базовый детский комбинезон. Вяжем на 6-месячного малыша. Комбинезон наш с диагональной планкой. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать сверху вниз. Вывяжем воротничок, затем разделим петли по регланным линиям, вывяжем диагональную планку, азиатский росток с подрезами, провяжем тело комбинезона, вывяжем ластовицу. Посмотрите, какое полотно выходит с эффектом меланжа. Красивый, удобный базовый комбинезончик. Мы будем вязать из микса пряжи. Первое – это Gazal Wool and Silk. Пряжа представляет собой пасму, которую нам надо перемотать вот в такие моточки, для того, чтобы работать с пряжей продуктивно. В составе 20% шелка и 80% мериносовой шерсти Superwash. На 50 грамм здесь 330 метров. Этой пряжей мы будем вязать в 3 нити. Вторая пряжа Gazal Super Kid Mohair. На 25 грамм 237 метров. В составе полиамид, меринос и Kid Mohair. Мой цвет 64401. Классическая тонкая нить мохера, которая придаст мягкость и шелковистость нашему изделию. Такой небольшой пушок. Вещи с небольшим ворсом всегда выходят намного уютнее. Мохеровой пряжи у меня ушло 2 мотка. Wool and Silk 5 пасм. Это пряжа ручного крашения с эффектом меланжа. Пряжа очень нежная. Шелк в составе дает о себе знать. Итак, мы складываем 4 нити вместе. 3 нити от 3 мотков Wool and Silk и 1 ниточку Kid Mohair. Начинаем мы вязание сверху, с воротничка. Обычным способом на спицу номер 5 набираем 50 петель плюс 2 кромочные. Длина лески у меня здесь 40 сантиметров. Набрали 52 петли, разворачиваемся. Мы вяжем в обратную сторону поворотными рядами. Нам надо провязать 5 рядов платочной вязкой. Первую кромочную снимаем. Все петли. Во всех этих 5 рядах будем вязать лицевыми. Следим за тем, чтобы петли не скрещивались. Вяжем за ближайшую стенку. В этом ряду все петли провязываю за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца. Все петли лицевые. Довязали ряд до конца. Последняя кромочная изнаночная. Разворачиваемся. Во втором ряду первую кромочную снимаем. Всего таким образом провяжем 5 рядов воротника. После того, как сформировали воротник, распределим наши петли по регланным линиям. У нас 50 петель плюс 2 кромочные. Наша регланная линия будет состоять из 4 петель, которые будут нахлестываться слева, спереди друг на друга. Здесь у нас будут пуговки, и здесь же у нас 2 кромочные. Обозначу на нашей схеме регланные линии, отделяющие перед, спинку и рукава. По 4 петли на каждую регланную линию. То есть всего получается 5 регланных линий. Это 20 петель. Остается 30 петель, которые нам надо распределить на рукава, спинку и перед. По 3 петли оставляю на рукава, по 12 петель на спинку и перед. Развесим маркеры по нашей схеме, выделив регланные линии, чтобы нам не путаться. Росток мы будем вывязывать азиатский. Его вяжем после того, как провязываются регланные линии во всю длину. Я развесила маркеры по нашей схеме. Вот так у нас будет нахлест планочки. Голубой маркер отделяет планку. Далее 3 петли рукава, регланная линия, спинка, регланная линия, 3 петли рукава, регланная линия, перед и планка. На планках у нас по 1 кромочной. Здесь, в первом лицевом ряду, нам надо сформировать отверстие для пуговицы. Первую кромочную снимаем, провязываем лицевую, далее 2 лицевые разворачиваем, делаем накид от себя и провязываем 2 петли вместе лицевой за задние стенки. 1 лицевая. Вывязали такое отверстие для пуговки. Диаметр пуговицы 1,7 см. Следующее отверстие для пуговицы будем делать через 15 рядов. Далее, после планки, делаем прибавку с наклоном влево. Накидываем протяжку от себя, провязываем лицевой за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Далее вяжем петли лицевыми. Перед регланной линией
Протяжку накидываем на себя, провязываем лицевой за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. Петли регланных линий и петли планки мы будем вязать платочной вязкой, лицевыми петлями и в изнаночных рядах, и в лицевых. После регланной линии протяжку накидываем от себя, провязываем лицевой за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Далее мы вяжем петли спинки, 12 петель лицевых. Перед регланной линией снова делаем прибавку лицевой с наклоном вправо. Накидываем протяжку на себя, провязываем лицевую за переднюю стенку. Регланная линия, петли провязываем лицевыми. После маркера делаем прибавку с наклоном влево. Протяжку накидываем от себя и провязываем лицевой за заднюю стенку. Далее у нас петли рукава, 3 петли. И снова перед регланной линией мы делаем прибавку. Перед ней лицевую с наклоном вправо. После регланной линии прибавляем лицевую с наклоном влево. Вот такие прибавки мы будем делать в каждом лицевом ряду. Прибавки вокруг регланных линий, а еще до и перед нашими планками. В конце ряда перед планочкой делаем прибавку лицевой с наклоном вправо. Протяжку накидываем на себя, провязываем лицевой за переднюю стенку. Далее петли планки провязываем лицевыми. Последняя кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду мы прибавки не делаем, но следим за тем, как нам провязывать петли. Рукава перед и спинку мы будем вязать изнаночными, регланные линии и планку лицевыми. Сейчас перед нами петли планки, кромочную снимаем, провязываем их лицевыми. Маркер переснимаем, петли переда провязываем изнаночными. Соответственно, с лицевой стороны они у нас будут лицевыми. Петли регланной линии провязываем лицевыми. 4 петли. Петли рукава изнаночными. Снова перед нами регланная линия. Петли провязываем лицевыми. Петли спинки изнаночными. Таким образом довязываем ряд до конца. В лицевом ряду у нас снова прибавки. Первую кромочную снимаем, петли планки провязываем лицевыми. После маркера прибавка лицевой с наклоном влево. Петли рукава вяжем лицевыми. Перед маркером прибавка лицевой с наклоном вправо. 4 петли регланной линии. После маркера прибавка лицевой с наклоном влево. Такие прибавки будем делать в каждом лицевом ряду. Это у нас второй ряд. После нашего сформированного отверстия для пуговицы мы провяжем еще 13 рядов и снова делаем отверстие для пуговицы. Все точно так же. Первую кромочную снимаем, одну лицевую провязываем, 2 следующие петли разворачиваем, делаем накид от себя, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. 1 лицевая. Сформировали второе отверстие для пуговицы. Здесь у нас идет ряд с прибавками. И мы провяжем еще 15 рядов до следующего отверстия для пуговицы. Всего у нас будет 3 пуговички на регланной линии. Я провязала еще 15 рядов и дошла до третьего отверстия для пуговицы. Точно так же, как первое и второе, формируем здесь третье отверстие. Накид, 2 петли провязываем вместе. 1 лицевая. Довяжем этот ряд до конца.
Провяжем еще один изнаночный, лицевой и изнаночный. Общая длина регланной линии должна быть около 15 сантиметров. После этого мы приступим к вывязыванию ростка. Для начала нам надо провязать петли планки. Первую кромочную снимаем, провязываем петельки лицевыми. Далее у нас идут петли рукава. Нам надо их переснять на дополнительную спицу. Маркер убираем и просто переснимаем все петли рукава без регланной линии. Вот наш рукав. На других спицах после полочки нить мы отрезали и подсоединяем ее к спинке. Провязываем все петли спинки плюс петли регланных линий лицевыми. Здесь мы заканчиваем с формированием регланных линий платочной вязкой. В лицевых все петли будем вязать лицевыми, в изнаночных изнаночными. Провязываем петли спинки до маркера регланных линий. И вот эти петли регланных линий мы тоже провязываем, подсоединяем к спинке. Этот маркер можно убрать. Вытягиваем спицу, чтобы петли у нас не убежали, и добираем 2 петли. Вот таким образом накручиваем их на спицу. Разворачиваемся. Будем вязать петли спинки в обратную сторону. Мы формируем азиатский росток одновременно с подрезами. Всего провяжем 4 ряда азиатского ростка и, соответственно, прибавим по 4 петли с каждой стороны подреза. Вяжем петли спинки изнаночными, довязываем ряд до конца. Я довязываю петли спинки. Здесь в изнаночном ряду точно так же доберем 2 петли, накрутив их на спицу. Разворачиваемся. Первую петлю мы аккуратно снимаем. Остальные провязываем лицевыми и вяжем до конца спинки. Я довязываю ряд. Наши набранные в прошлом ряду петли все провязываем тоже лицевыми и доберем еще 2 петельки. Первая и вторая. Разворачиваемся. Первую снимаем. Аккуратно, чтобы петля у нас не распустилась, не убежала. Далее вяжем петли изнаночными. И в конце спинки мы вновь доберем 2 петли. Первая и вторая. Мы закончили формирование азиатского ростка. Вот он наш росток из 4 рядов. И вот наш подрез из 4 петель. Провязываем петли спинки лицевыми. Прибавку 2 петель в конце ряда мы уже не делаем. Я довязала спинку. Далее нам надо переснять петли второго рукава на дополнительную спицу. Длина лески на дополнительных спицах у меня 40 сантиметров. Петли рукава пересняли. Подводим петли спинки к передней части комбинезона. Провязываем петли регланной линии, 4 лицевые. Маркер убираем и провязываем петли переда комбинезона. Мы дошли до планки. Убираем маркер. Сейчас нам надо нахлестнуть одну планочку на другую, провязать эти петли вместе, то есть как бы сшить их в процессе вязания. Вот такая у нас сейчас форма изделия. Здесь рукава, здесь тело комбинезона. И вот эти планки мы сейчас сошьем. Нам надо переснять петли одной планки на дополнительную прямую спицу, чтобы нам было удобнее сшивать-связывать петли. И петли второй планки тоже на прямую дополнительную спицу.
Планка с отверстиями для пуговиц нахлестывается на планку без отверстий. Нам надо провязать петлю с одной спицы и петлю со второй спицы вместе. Для этого мне надо их поместить рядышком и просто провязываю 2 вместе лицевой. Петлю с одной спицы перемещаю на вторую, провязываю 2 вместе. Когда перемещаю петлю, я ее разворачиваю, чтобы петля не провязалась скрещенной. Провязали все 5 петель. И вот теперь мы соединяем вязание в круг. Будем вязать тело комбинезона просто по кругу лицевыми петлями. Нам надо провязать длину около 30 сантиметров. Просто вяжем по кругу. Чтобы петли рукава не убегали и не соскакивали, я просто завязываю спицы. Вот таким образом. Первый рукав и второй. Теперь можно не бояться, что петли рукавов убегут. Вяжем тело комбинезона по кругу. Я провязала 60 рядов от пройм. Сейчас у меня на спицах 121 петля, 120 петель тела и плюс 1 петля, та, которая образовалась из 2 наших провязанных вместе кромочных. Находим серединку переда. Здесь у нас было 12 петель, значит отсчитываем 6. И вот в этом месте у нас будет серединка. Отступаем от этой середины 2 петли вправо, повесим маркер. И 2 петли влево, тоже выделим маркером. В этом месте мы будем формировать ластовицу. Выделили 4 петли посередине переда. И 4 петли нам надо выделить посередине задней части комбинезона. То есть мы отделяем сейчас петли для ножек, так как количество петель нечетное. На одной ножке получается на 1 петлю больше, это ничего страшного. В любой момент можно количество петель уменьшить, провязав 2 вместе. Итак, мы формируем ластовицу. После маркера делаем прибавку лицевой с наклоном влево. Провязываем далее петли лицевыми. И перед маркером мы снова делаем прибавку лицевой с наклоном вправо. Далее провязываем петли ножки лицевыми до задней ластовицы. Дошли до маркера. После маркера внутри ластовицы делаем прибавку лицевая с наклоном влево. Перед маркером делаем прибавку лицевой с наклоном вправо. Такие прибавки мы будем делать в каждом втором ряду. То есть сейчас довязываем ряд до конца, до передней ластовицы. Далее провязываем один ряд без прибавок, просто лицевыми. Я довязываю ряд. В следующем ряду у нас снова прибавки. После маркера лицевая с наклоном влево. Далее ластовицу провязываем лицевыми. Перед маркером лицевая с наклоном вправо. Прибавили петли на передней части. И то же самое сделаем на задней. Всего мы провяжем 3 ряда с прибавками. Я сделала 3 прибавки в ластовицах. Один ряд провязываем лицевыми по кругу. Теперь мы отделим одну ножку, соединим вязание в круг и будем работать только с ней. Петли ластовицы и второй ножки переснимем на дополнительную спицу. Здесь я беру длинную спицу, 80 сантиметров, по-моему, у меня здесь длина лески, переснимаю петли ластовицы и петли второй ножки. Маркер оставляю. Пересняли все петли. Смотрите, что у нас получается. Здесь петли второй ножки и ластовицы. Петли первой ножки мы просто соединяем в круг и будем вязать по кругу
делая убавки в каждом пятом ряду. То есть сейчас мы просто 4 ряда провяжем по кругу лицевыми. Повесим маркер начала ряда, соединили вязание в круг и вяжем все петельки лицевыми. Вяжем 4 ряда. В каждом пятом ряду на ножках будем делать такие убавки. После маркера начала ряда провязываем одну лицевую, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе провязываем за передние стенки. Довязываем ряд до конца по кругу, не довязывая 2 петли до маркера. Последние 2 петли перед маркером разворачиваем, провяжем их вместе лицевой за задние стенки. Получилась петля с наклоном влево. Далее снова провязываем 4 лицевых ряда. После маркера 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Перед маркером в конце ряда 2 вместе с наклоном влево. Всего мы провяжем 7 рядов с такими убавками. Я сделала 7 убавлений на ножке. После этого мы переходим на вязание резинкой. Резинка у нас 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Всего провяжем 10 рядов резинкой. После того, как закончили с одной штанинкой, закрываем петли эластичным способом. Если перед нами лицевая, делаем накид на себя, провязываем лицевую, накидываем на нее наш накид. Если перед нами изнаночная, накид от себя. Провязываем изнаночную, накидываем на нее накид и предыдущую петлю. Снова перед нами лицевая, накид на себя. Провязываем лицевую, накидываем на нее накид и предыдущую петлю. Изнаночная, накид от себя. Таким образом закрываем все петли до конца ряда. Такое закрытие петель получается очень эластичным за счет накидов. В конце нить вытягиваем, отрезаем и вставляем в иголку с широким ушком. Ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия. Вот она. Вводим иглу под обе стеночки. Далее иглу вводим в ту петлю, из которой выходит нить. Замкнули наше закрытие петель. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. С одной штанины мы закончили. Переходим к ластовице. Подтягиваем спицы так, чтобы нам было удобно ее сшивать. Будем сшивать петля в петлю невидимым швом. Сшиваем мы справа налево. Я разворачиваю изделие. И вот таким образом, попеременно снимая петли с нижней и с верхней спицы, будем сшивать петельки. Вводим иглу в первую петлю, разворачивая ее и снимая. Далее в следующую петлю и оставляем ее на спице. Оставляем небольшой кончик, чтобы нам потом стянуть вот здесь образующееся расстояние. На вторую спицу идем справа налево, вводим иглу, слева направо. То есть мы сшиваем петельки попарно, одну петлю при этом снимая со спицы. Слева направо снимаем, справа налево оставляем. Справа налево снимаем, слева направо оставляем на спице. Туго здесь шов не затягивайте, но и свободным тоже не оставляйте. Когда мы сшиваем 2 петли, мы как бы разворачиваем их стенками друг к дружке. Слева направо, справа налево. Справа налево, слева направо. Таким образом сшиваем все петли ластовицы до маркера.
Здесь в конце 2 петли снимаю со спицы. Маркеры второй штанинки убираю. И вот посмотрите, какой аккуратный невидимый шов получается. Вот эти расстояния, которые образовались здесь, мы потом кончиками нити просто затянем. Мы переходим ко второй штанине. Будем вязать ее так же, как и первую, провязывая 4 ряда лицевыми. В пятом будем делать убавки. Сначала переносим все петли с нашей дополнительной спицы на рабочую. Спицы у меня те же самые. Длина лески 40 сантиметров. Вяжем по кругу 4 ряда, в пятом делаем убавки. Также после маркера провязываем одну лицевую, далее 2 вместе с наклоном вправо. В конце ряда 2 вместе с наклоном влево. И тоже сделаем 7 рядов с убавками. Далее перейдем на вязание резинкой 1 на 1, провяжем 10 рядов и закроем эластичным способом. Вот эти отверстия, которые остались после вывязывания ластовицы, кончики нити мы вставляем в иголку и просто аккуратно с лицевой стороны подтягиваем петельки. Затягиваем таким образом нашу образовавшуюся дырочку здесь. Просто аккуратно. Затем уводим иглу наизнанку. С изнаночной стороны мы закрепляем и прячем хвостик. С лицевой стороны все выглядит аккуратно. Со вторым отверстием проделываем то же самое. Аккуратно затягиваем с лицевой стороны и уводим нить наизнанку. Теперь мы переходим к рукавам. Находим серединку наших подрезов. Подводим рабочую нить. Будем добирать петли. Здесь у нас будет начало ряда рукава. Вводим спицу прямо в петлю и вытягиваем петельку. Рядом вторую, третью и четвертую. 4 петли наберем с одной стороны подреза. Далее провязываем петли рукава с дополнительной спицы. И затем 4 петли наберем со второй стороны подреза. Особого правила, как правильно набирать петельки, нет. Главное, чтобы у нас не оставалось больших расстояний между набранными петлями. Если даже остаются какие-то дырочки, то мы потом их затянем просто иголкой с ниткой. После того, как мы добрали петли из подрезов, соединяем вязание в круг, повесим маркер начала ряда и провязываем 3 ряда лицевыми. В каждом четвертом делаем убавки, такие же, как и на ножке. После маркера лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. В конце ряда перед маркером 2 вместе с наклоном влево. Затем снова провязываем 3 ряда лицевыми. В четвертом делаем убавки. В рукавах мы делаем 9 убавок. После этого точно так же, как и на ножках, мы переходим на резинку 1 на 1. Провязываем 7 рядов. В 8 ряду выполняем эластичное закрытие. Вывязываем аналогично второй рукав, прячем кончики и отправляем комбинезон на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В следующем ролике мы добавим изюминку нашему комбинезону.